Всем привет! Хорошего доброго утра, солнечного дня. Всем добра. Сегодня хотела бы поделиться своими ощущениями после того, как сдавала на права в DMV. Я получила права вчера на легковую машину. Значит, у меня были просрочены, как я в прошлом видео говорила. Вот, для того, чтобы сдать на CDL, я решила все-таки сначала сдать на легковую, потому что сказали, что во многих DMV не допускают. Я сейчас вам покажу, как я себя ощущаю после DMV. Это я после DMV. На самом деле ощущение просто нереальное, потому что, ну, не все так просто, как кажется. Передо мной было 283 человека, и я получила вот такую вот бумажечку после того, как я сдала. Это временная license, дается на месяц. Вот. А пластик они мне выслали по почте. Вот такой вот пластик у меня будет. Это вот мои старые права флоридские, да? Вот такой вот пластик. Вот. Ну, собственно говоря, скажу сразу. Забивайте весь день, потому что в DMV быстро не бывает. То есть я сдавала в Сан-Франциско, поэтому, наверное, во многих городах по-разному, так как во Флориде я пришла, в течение 10 минут я получила права, потому что мне вождение не нужно было сдавать, я сдала теорию, и в течение 10 минут мне распечатали и отдали права. Что касается здесь совершенно другая история. Вот, поэтому все вполне реально. Скажу вам одну очень важную вещь. Я посмотрела там одну хитрость. Пока я там стояла в очереди на фотографирование, там молодой человек один сдавал. Я чувствую, что он весь такой потный, возбужденный, он видно, что он не сдает. Вот. А для того, чтобы там начать тест, там надо приложить палец, и тест начинается заново. Так вот, он прикладывал палец 3 раза. Я вижу, что он не проходит. Он посмотрел так на все, вот так вот огляделся и перешел на другой компьютер. И 4-й раз прикладывает палец уже к другому компьютеру, тот у него включает тест, и он опять сдает тест. То есть сдавать можно несколько раз подряд, не уходя, потому что, простояв такую очередь, вы реально понимаете, что без прав я отсюда не уйду. Вот. Ну и, собственно говоря, я сдавала на английском, там есть возможность сдать на русском. Сейчас здесь везде по Америке есть возможность сдать драйвер license на легковую на русском языке. Вот. Но скажу так, вопросы разительно отличались от тех, которые я учила из того же DMV, на программе DMV. Скачивала программу, там 350 вопросов общего характера. Ни одного, ну, может, несколько вопросов попадалось, но они все переименованы так, что ты вообще сначала не понимаешь, о чем идет речь. Вот, поэтому не нужно нервничать, спокойно прочитал несколько раз, посмотрел внимательнее, потому что not это значит не, какое утверждение неверное. Вот. Это тоже очень важный момент, потому что ты по автомату щелкаешь правила, а спрашивают, какое неверное. Вот. Но я сделала несколько ошибок, и, в принципе, как бы я думала, что я пройду, но я прошла с первого раза, но так как у меня есть уже опыт. А женщина, которая там рядом сдавала на CDL, она зашла передо мной часа за 4 раньше, потому что она стояла в самом начале очереди, и она до сих пор сдавала тест, и я видела, что она вдумывается, что она читает, что она переживает, нервничает, что она такая вся возбужденная. Вот. Не знаю, сдала она или нет, но я видела, что она также несколько раз прикладывала палец к сканеру для того, чтобы, наверное, начать заново. Вот. На одном компьютере я посмотрела, он 3 раза сдал, и у него компьютер выключился. То есть 3 раза не сдал. И он перешел на другой компьютер. Поэтому, в принципе, если вам такая хитрость поможет, то вы сможете сдать, пусть не с 1-го раза, пусть не с 2-го, не с 3-го, пусть с 4-го, с 5-го, может быть, до 6-го даже, да, но вы сдадите, и вы не потеряете зря время. Вот. Поэтому я с правами. Очередной шаг к моей задаче сделан. Я рада, потому что я считала это какое-то такое промежуточное препятствие. Наконец-то я его преодолела, и меня это очень радует. Сейчас я
буду ждать драйвер license по почте, и за эту неделю я должна полностью подготовиться к 3 блокам по CDL, потому что сдавать каждый раз отдельные блоки — это слишком большая роскошь, это 3 дня в DMV, это просто, ну, непозволительно, поэтому нужно сдать все за раз, что я и постараюсь, в принципе, сделать. Вот. Но в основном настроение отличное, все здорово, все отлично, потому что сейчас, чем больше смотрю видео по тому, что собираюсь делать, тем больше понимаю, что, в принципе, ничего сложного, ничего страшного, все практически знакомо. И, соответственно, будут, конечно, вопросы, но, думаю, на практике это все будет вполне решаемо. Так что огромное вам спасибо за поддержку. Всем хорошего дня. Пока.